Всем привет! Сейчас при вас буду публиковать книги в интернете. Вот прямо сейчас, смотрите. Ставлю живые новости. Так, сейчас, стоп. Вот ставлю режим показа рабочего стола. И переходим. Вот видите, книга первая. То есть это мы на сайт Ридера. До этого момента я продолжал работать над книгой. Вот они, видите, все три тома здесь. Написано создано, но не опубликовано. Ну, как полистать книгу, я вам уже говорил. Давайте полистаем, чтобы, если кто-то первый раз зашел в книгу. Тут вот, в общем-то, все написано, что нужно. И тираж заказать, и вот можно заказать редактуру, корректуру, верстку, дизайн обложки. Но я все сделал сам. И сейчас я, смотрите, буду листать книгу. Для этого я перехожу. Так, где у меня? Ну сначала в редактировать. А теперь в предпросмотр. И здесь вот она сначала включается она вот в таком виде. А теперь вот можно в 3D. В 3D вот так вот. Это последние страницы. Видите, тут устав, оглавление. Можно посмотреть и первую страницу обложки. Эпиграф и сама вот обложка. Вот такая вот она обложка. Так. Вот так она смотрится и будет смотреться, когда она будет напечатана. Вот. Теперь снова переходим в кабинет. Правда, сейчас, знаете, я еще вот посмотрю во втором томе у нас. Сейчас, подождите, опять же, во втором томе. Так, предпросмотр. Книга вторая. И опять ее здесь вот так вот переворачиваем. Да, тут все есть, легкой рукой. Передает только так. Все, аннотация есть. И в кабинет. И третью книгу сейчас тоже посмотрим. Книга третья. Редактировать. Предпросмотр. 3D. Так. Тут у меня нет, смотрите, нету сведений об авторе, нету аннотации. Сейчас поэтому я сюда дополню. Сейчас мы посмотрим, как это делать. Я сейчас уж немножко забыл. Редактировать текст. Нет. Вот сюда, наверное, предпросмотр. Редактировать обложку. Почему здесь, смотрите, есть, а на этой нету? Здесь-то у меня все есть, смотрите. Тут даже написано третий том, все как положено. Поэтому я сейчас это все как бы надо сохранить. Вот сохраняю.
Так, сохраняю. Все здесь вот видите есть. Все есть. Все выходные. И видите, опубликовать в магазинах. Но мы сейчас по-другому будем опубликовать. Так, сохранить. И предпросмотр. Идет сохранение параметров. Здесь вот в колокольчике написано, что, смотрите, 29 сентября страницу вашей книги просмотрел 1 человек. А вот тут написано, поздравляем, кто-то только что купил вашу книгу в бумажном виде. Вот видите, вот. Так что такие сообщения тоже приходят. Так. Предпросмотр долго что-то сохраняется. Вернее, формируется. Подождите, пожалуйста, пишет. Что-то слишком долго. Ну-ка. Ага, вот тут все есть. Все. Теперь заходим в кабинет. Начнем с первой книги. И здесь пишем «Опубликовать». Опубликовать. Ну, здесь, значит, данные книги, автор, туда-сюда. И у меня она будет 18+. Почему 18+? Потому что там упоминаются некоторые запрещенные законом вещи. И ставим, ну, чтобы дети не читали. В общем-то, не детское чтение, действительно. Поэтому опубликовать в магазинах. Так, и здесь, смотрите, продажи печатной книги бесплатно для автора. Печать оплачивает читатель при покупке книги в магазине. Ну, это я уже знаю. Так, да, цена книги, если будет покупка. Ну, я ставлю, допустим, 25 рублей с продажи одной книги. Мне идет. Вот, Озон, Wildberries, Reader. Везде по 25 рублей. Книга черно-белая. Здесь продажи электронной книги ставлю тоже 25 рублей. А сам поставил 50. Вау. Ладно, ничего. Так. Меня устраивает вид электронной печатной книги. Ставлю галочку. Ставлю галочку. И что? Где чего еще я не поставил? Почему книга? Почему здесь вот не активна кнопка? Цена на книгу может быть снижена магазином при проведении акции или распродажи. Тут написано. Так. Да, крутится здесь колесико. Крутится колесико, что-то долго. Здесь вот, видите, есть скачать книгу. Так, ну-ка я попробую скачать. Не тут-то было. Тут скачать в формате за 1300, за 2000 в месяц. Подключить, если аккаунт. За 500 в 2B.
Так что тут просто так не скачаешь, ребята. Так. Заказать тираж. Вот если заказать тираж книги, ну, я этого делать не буду, просто для эксперимента. Считаем количество страниц вашей книги, это может занять несколько минут. Мягкая обложка. Меня устраивает вполне мягкая обложка, 406 страниц и количество книг 20. О, за 9000. Но мне это не надо. Если, ну-ка, а 2 можно заказать? Да, 2 книги будет всего 1500. Перейти к оформлению и все. Ну, мне это пока не надо. Значит, я сейчас захожу в кабинет, мне надо опубликовать еще 2 книги. Так, значит, книга 2. Так, опять, значит, я сейчас пишу опубликовать. Здесь опять то же самое все. Биография, аннотация. У меня, кстати, в аннотации где-то было специально для 2 тома. Сейчас я это открою. Так, это у меня было вот материалы для книги легкой рукой. Приложения, рецензии, стихи, вот материалы для книги. И здесь у меня где-то было вот анонс для 2 тома. Ставлю сюда. Так. Ставим 18+, как говорится, от греха подальше. И нажимаем «Опубликовать в магазинах». Опять роялти наши ставим здесь 25 рублей. А здесь ставим 50 рублей. 50 рублей. Меня устраивает вид электронной книги. И опять она почему-то не активна, эта кнопка. Странно, почему не активна, а тут все крутится. Странно. Вот информация для магазинов. Но давайте, что там пишут. А, это информация для магазинов, то есть то, что читают эти. Тут, кстати, где-то ставится фотография, но она как бы особо... Где-то у меня была фотка. Нет, не здесь, где-то вот здесь вот была фотка такая прикольная. Вот где-то у меня где-то есть вот мои всякие изображения. И вот эта фотка, она самая прикольная. Усищи такие. Вот. Опубликовать в магазинах. Опять почему-то крутится. 25, 50. Ну и все, и меня устраивает. А вот эта почему-то кнопка не активна. Почему не активна? Непонятно. Так, вроде бы все. Ждать, что ли, надо? Вот. Еще какая-то информация для... Что значит книга по требованию? Технология книга по требованию, печать по требованию, print on demand, издательская технология, при которой новые экземпляры книги печатаются только тогда, когда поступают соответствующий запрос от покупателя. В этом формате иллюстрации в книге всегда черно-белые, а обложка мягкая, с глянцевой ламинацией. Это обусловлено технологическими возможностями. Вот так вот.
Что тут еще? Страницу вашей книги посмотрел один человек. Но это давно было. Так. В кабинет. И третья книга. Почему они у меня не публикуются? Странно. Давайте третью книгу. Так. Вроде бы все же сделано. Так, напишем «Опубликовать». Здесь опять все то же самое, информация есть. Можно фотографию добавить, фото загрузить. Опять это же фото. Оно прикольное. Ну, будет. Кстати, не знаю, будет оно, не будет. Так, 18+, от греха подальше. И теперь нажимаем «Опубликовать в магазинах». Здесь мы опять пишем 25 рублей. Может быть, надо меньше рублей указывать? 25? Согласен? Нет? Поэтому укажем здесь 50. И почему-то кнопка не активна. Странно. Это что-то крутится и непонятно. Что здесь у нас? В корзине? В корзине 2 книги моих. Ну, это я так. Это я, кстати, покупал уже вот эту книгу сам для себя. Комментарий к заказу. Так. И опять в кабинет. Вот, кстати, конкурс, экранизация есть. То есть здесь можно отправить свою книгу на конкурс, участвовать в конкурсе. Но тут, если участвовать в конкурсе, чтобы по ней фильм сняли, это надо вот данные автора внести. Вот, допустим, ну-ка, попробуем. Полутемных. А что там? Александр, да? Александр, возраст 59, гражданство Россия, контакты 7 988 382 40 47. Отправить заявку. И что, куда я отправляю? Название книги, загрузить файл. Просто файл загрузить и все. На конкурс. Странно. Ну, я могу загрузить, а почему бы нет? Так, выбрать из Google. Так, где я? Вот просто сюда. Вот раз. Так, и ладно. Ну, посмотрим. Так, сейчас. Долго ли это сделать? Так, у меня моя книга «Проза», она... Сейчас она... проза у меня... Понял. Проза у меня... Вот здесь вот. Вот книга. Это книга очерки, вот книга проза. И книга проза. Так. Заказ от одного тиража вообще. Не, что-то как-то неинтересно. Ладно, ну-ка. Нажмите загрузить файл, вставьте синопсис первой
Синопсис с первой главы в режиме редактуры текста. Синопсис обязательно для участия в конкурсе. Посмотрите образец синопсиса. Но я знаю, что такое синопсис. Понял. То есть это не книгу надо грузить. Смотрите. Конкурс, экранизация. Нажмите загрузить файл. Вставьте синопсис первый. Так, это надо потом мне с помощью искусственного интеллекта написать синопсис. Сейчас я этим заниматься не буду. Так, сейчас я ставлю опять в кабинет, ухожу. И что же здесь такое-то там? Отправьте книгу на публикацию. Вот, может быть, здесь надо? Ну-ка, тогда я сейчас так возьму эту. Это же у меня 3-й том, а мне надо с 1-го начинать. Сейчас, ладно. Так, 1-й том. Вот на эту, что ли, нажать? Ну, как бы я все это уже выполнил. 18+ стоит, опубликовать в магазинах. 25, 50. Вот. Вот, оказывается, надо как. И теперь вот кнопка активная, теперь можно опубликовать в магазинах. Все. Так, ваша книга отправлена на модерацию. Ваша роялти за электронную 50 рублей, ваша роялти за печатную 25. Все, отправлено на модерацию. Вот, отправлено на публикацию. Написано, видите, зеленым загорелось. Вот куда надо было нажимать. Теперь сейчас также со 2-м томом. Вот эту кнопку, оказывается, надо было черную нажимать. Так, здесь все то же самое. Опубликовать в магазинах. 25, 50. И нажать. Вот. Все, отправлено на публикацию. И 3-й том. 3-й том. Видите, ожидается проверка. И вот 3-й том сейчас то же самое. Отправить на публикацию. Так, денежки. 25, 50. Все устраивает. И вот кнопочка активировалась. Зеленую нажимаем. И все. Отправлено на публикацию. Видите, вот здесь вот написано снять модерации. Если вдруг что-то мне нужно там изменить. Ну, я этого делать не буду. Поэтому я сейчас опять перехожу в кабинет. Вот все, ожидает проверки. Вот все 3 тома у меня ожидают проверки. Так что... Привет из города государства преступника, привет из Владивостока, новости Анапы почитаешь? Ну, давай, ладно, почитаю. Все равно как бы сейчас мне делать нечего. И хотя у меня как бы моя студия не освещена, ну, зато вот часы есть, хоть такие, но есть. Ладно, перехожу на новости Анапы. Я действительно все равно бы читал новости Анапы, поэтому я перехожу сначала вот сейчас вот сюда, вот прямо вот в официальные новости, в очень официальные. Так, мне же надо показать сейчас, вот сюда. И теперь заходим в новости. Итак, Анапа Медиа. Жителей и гостей Анапы пригласили на покров в Атамане. Ну, это праздник такой, не будем на этом заостряться. Вообще сейчас как-то про праздники говорить не очень удобно. В Анапе стартовал Всероссийский форум «Большие смыслы 2024». Жителям Анапы напомнили об ответственности за кражу денег с чужих банковских карт. Ну, потому что случаи
участились, когда люди пользуются найденными картами, ну или специально их воруют для этой цели. Волейболистки «Динамо» Анапа дома стартовали с поражения, очень жаль. Водоканал Анапы решил проблему с водоснабжением жителей пригородов. Новости Анапы теперь в Телеграм. В Анапе объявили набор молодежи для поступления в учебные заведения ФСБ. Это каждый день публикуют это объявление. В Анапе рассмотрели проект планировки Пионерского проспекта и части Витязева. Ну, вот это вот, конечно, интересно, потому что я считаю, что, вернее, не считаю, а думаю, предполагаю, что в связи с этим проектом люди, которые вот частный сектор, живут вдоль побережья в Джимите, их просто будут оттуда выселять. Ну, так же, как вот строили, когда инфраструктуру к Олимпиаде в Сочи, там тоже люди веками жили на этой земле, а в связи с Олимпиадой их просто выселили и все. Хотели они этого, не хотели. В общем, конечно, кто-то был недоволен, кто-то возмущался, но разве у нас можно сейчас возмущаться тем, что делает с тобой государство? Нет, нельзя, конечно. Поэтому вот такая информация. В совещании, которое провел мэр города Василий Швец, принял участие директор, разрабатывавшего проект научно-исследовательского института перспективного градостроительства Санкт-Петербурга Павел Спирин. Крупнейший в Анапе проект планировки территории предусматривает сохранение ее курортной составляющей и дальнейшее развитие исключительно в гостинично-рекреационном направлении. Усиление зеленого каркаса, фиксация проходов к морю, развитие детского отдыха, комплексное и надежное обеспечение коммунальной инфраструктурой. В общем, вот так вот все это послушали. Добавим, работа над данным проектом ведется уже более 2 лет. Когда начнется его реализация, не уточняется. Я думаю, она начнется в более жирные, тучные времена. Сейчас у России, к сожалению, как мне кажется, времена не тучные. Так, дальше здесь что пишут? Так, минувшей ночью Кубань атаковали 47 беспилотников. Сегодня была новость опубликована в 8:21. В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории России дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 92 украинских БПЛА самолетного типа, сообщает сегодня в Министерстве обороны РФ. Уточняется, что 47 БПЛА перехвачены и уничтожены на территории Краснодарского края, 12 над территорией Курской области, 9 над территорией Ростовской, 4 над территорией Брянской, по 2 над территориями Белгородской области и Республики Крым, 1 над территорией Воронежской области и 15 БПЛА над акваторией Азовского моря. Атаке подвергся пригород Майкопа, на месте возник пожар. Так. В Анапе задержали водителя, скрывшегося с места ДТП. В пригородах Анапы 10 октября запланировали отключение света. В Анапе сегодня будет около плюс 23. Это вот сегодня, кстати, у нас информация-то свеженькая. Туристы начали активно бронировать в Анапе апартаменты на зимние каникулы. В поездах, курсирующих между Анапой и Крымом, пассажирам стала доступна помощь при посадке, высадке. В пригороде Анапы произошло аварийное отключение воды. Конечно, тут страшно, когда воду отключают. И это уже вчерашние новости. Теперь переходим, друзья мои, в наше сообщество и открываем здесь ПВА. Только не перепутать надо, конечно. Это не те ПВА-то. Нет, почему-то те. Вот ПВА, вот где много, 93 тысячи подписчиков. Так. Сегодня. Море теплее воздуха.
Воздух 20, вода 22. И снимок вот с Малой бухты. Нам прислали фото взорвавшегося телефона в 7-й школе. Напоминаем, что всех людей сегодня эвакуировали из здания школы. Коллеги из Анапского Черноморья выяснили подробности происшествия. На перемене у одного из учеников в руках задымился мобильный телефон. Мальчик сразу бросил устройство на пол, где оно продолжало дымиться. Было принято решение всех учеников эвакуировать на улицу, но никакого взрыва не было, сообщают в администрации учреждения. Вот. Ну, тут, конечно, вот уже написали, что эвакуируют 7-ю школу. Я пошел тушить. Хочу. Вот такие дела. Мэр города и Анапский межрайонный прокурор проведут выездной прием граждан в Субсехском округе. Василий Швец и Сергей Чекаров встретятся с жителями сегодня, 10 октября, в Доме культуры села Варваровка по улице Калинина, 69, начало в 15:00. Это Дом культуры. Вот. Так. Здравствуйте. Помогите найти хозяина. Бегает на ГСК 19. Кабель. И номер телефона. И миска, кстати, еще стоит у него. Семья Гурашкиных, проживающая в поселке Субсех, на своем участке организовала Центр реабилитации черепахи Никольского. Сотрудничая со специалистами сафари-парка заповедника Утриж, эколого-биологической станции «Маленький принц», учеными-герпетологами, они определяют дальнейшую судьбу своих подопечных. Интересно. На набережной полиция на стиле. Что такое? Так, что за выражение? Может, киберпанк уже наступил, а мы не заметили? Понял. То есть музон они там включили. Так, привет, друзья. Был рад сообщить потрясающую новость. Совместно с нашими партнерами из мужского салона «Скиф» Барбершоп Анапа мы запускаем розыгрыш сертификатов. Это реклама. Я обычно делаю вот так вот, когда рекламу встречаю. Тут, не пожаловаться. Нет. Тут жаловаться как бы нет, и не отключишь ее, кстати, странно. Так, почти у каждой пятерочки есть свой кот или кошка. Магазин Суко не исключение. Знакомьтесь, это пятнышко. Вот такой вот кошак. Актуально для Анапы, как всегда. Привет, сладкий. За $100 сделаю все, что хочешь. Ливневки в городе сделаешь? Вот такой юмор анапский. Этой ночью преступной атаке киевского режима подвергся Щербиновский район. В селе Щебельское в результате падения обломков БПЛА в частном домовладении выбиты стекла, повреждена газовая труба. Вот так сообщают. Пишут, при чем тут Анапа? А тут пишут, да ни при чем, просто новости. Так, если ты будешь долго вглядываться в море, море начнет вглядываться в тебя. Приходите на него посмотреть, море лучший природный психотерапевт. И фоточки такие симпатичные. Море синее-синее. И лавочки. Вот хорошо, когда лавочки стоят. Ах, море красивое какое. Так. Анапским городским судом в доход государства конфискован автомобиль, которым приезжий из республики Коми управлял в состоянии опьянения. Вот так. Красота, тишина и спокойствие. Еще одни фоточки моря.
Каждый раз, проезжая мимо этого объявления, только одна мысль приходит. Отдыхающих как раз можно в нежилые помещения. Продаются нежилые помещения в цокольном этаже ЖК «Кавказ». Вот. Столб на набережной устал от сезона, прилег отдохнуть. Столб упал. И фонари горят, продолжают гореть. Прикольно. В Субсехе ликвидировали пожар в 2 жилых домах. Сообщение о возгорании в Анапский пожарный спасательный гарнизон поступило в 14:32 вчера. Ой, 8 числа, это уж было давно, друзья. Поэтому это не будем смотреть. Лето продолжается, в общем, танцульки туда-сюда. Здесь что у нас? Азово-Черноморским межрайонным природоохранным прокурором совместно с руководством Анапского ГОСП ФССП России по Краснодарскому краю осуществлен выезд в город-курорт Анапа с целью проверки фактического исполнения исполнительных производств, возбужденных по искам природоохранной прокуратуры. Ну, вот что-то там делают. Вот, смотрите, даже, по-моему, они здесь и... во-первых, вот этот зоопарк, который на Горького, давно его уже хотят закрыть, но почему-то как-то не получается у них его быстро закрыть. И здесь вот я смотрю, в Дюнах тоже какое-то, видимо, строительство, и вот прокуроры тут, понимаешь, смотрят. Молодцы, хорошо. Я в свое время писал очень много тоже вместе с Волошиным Евгением Юрьевичем заявлений и в межрайонную прокуратуру Анапскую, и в Азово-Черноморскую, и депутатам писали Государственной Думы. Ну, это уже, знаете, прошло много, а ВОСТа и поныне там дюны как уничтожали, так и уничтожают. Ну, вот иногда приезжают прокуроры, что-то там смотрят, что-то там пишут в свои блокнотики. Вот. Ну, и нам остается только надеяться, что защитят каким-то образом они природу. Ведь на то они и поставлены, эти прокуроры. Так. Места в Анапе, где можно погреться вне сезон, зимний пляж санатория Малая бухта. Да, есть такой, но вот я там никогда не был, а там, смотрите, и бассейн, и музычка. Все дела. В МБДУ детский сад номер 16 «Пчелка» требуется повар, педагог-психолог, помощник воспитателя, делопроизводитель, официальное трудоустройство, полный соцпакет и контактный телефон. Так что вот, пожалуйста, в «Пчелку», кто там хочет, в «Пчелку», приезжайте в Анапу. Парковка в городе по-королевски. На улице Калинина парковка на газонах стала нормой. Да, это вообще. На газонах, на тротуарах. Я уже тоже на это закрыл глаза, хотя раньше боролся, но, знаете, сейчас не время. Сейчас другие проблемы в государстве. Поэтому это все уже мелочи по сравнению с тем, что сейчас происходит. Маскировка под осень. Сегодня октябрьское настроение у погоды будет читаться во всем: в понижении температуры воздуха, освежающем ветре, пасмурности. И такое тоже нужно для разнообразия. И такой вот кошачок лежит. Ну что, все интересное кончилось. Все интересное кончилось. И на этом мы возвращаемся в нашу студию. Я, конечно, и сам смотрю новости Анапы, но предлагаю тебе сделать прямой контент под названием «Новости из Анапы от Альбатроса». Ну, в общем-то, уже это я и сделал. Формат контента такой, какой сейчас делаешь, но только отдельно от других тем прямого эфира. Ну, буду делать периодически, я делаю.
Ну, на этом я заканчиваю свою трансляцию. Главное сегодня у меня было это то, что я 3 своих книги любой ценой, легкой рукой отправил на модерацию, и теперь буду ждать, когда они поступят в интернет-магазины. Всего вам доброго, до следующих встреч, пока-пока.